Всех приветствую, меня зовут Любовь, и мы начинаем вязать круглую сумочку. В этом мастер-классе вы узнаете, как связать сумочку, как соединить детали круглой сумочки и как вшить замок-молнию. Для того, чтобы связать круглую сумочку, нам понадобится один моток трикотажной пряжи, цепочка, она может быть пластиковая, как у меня, либо металлическая с карабинчиками, кольца карабины для крепления цепочки к сумке, нити мулине для того, чтобы вшить замочек-молнию, сам замочек-молния. Он может быть либо тракторный, либо змейка, как у меня. Дополнительный карабин для того, чтобы крепить декоративную кисть. И маркеры по необходимости для того, чтобы отметить место, где у нас будет пришиваться молния. И крючок номер 6. Можно использовать крючок меньшего размера, либо на номер больше. Но я не рекомендую брать крючок больше номера 7, потому что если брать крючок, например, 8, то будет очень рыхло. Я всегда беру крючок номер 6, либо 6,5, в зависимости от толщины пряжи. Начинаем вязание. Вязание мы начинаем с формирования кольца амигуруми, или его еще называют скользящая петля. Покажу еще раз, как его сделать. Свободный кончик нити кладем на 4 пальца руки. Я правша, поэтому кладу на левую руку. Оборачиваем пальцы с другой стороны, и у нас получается вот такая конструкция. То есть здесь свободный конец. Вот так это выглядит с изнаночной стороны. И заводим крючок под кончик свободный. Хватаем рабочую нить, формируем петельку, перехватываемся и зацепляем рабочую нить. Протягиваем через петельку. Вот что у нас должно получиться. Почему она называется скользящая петля? Потому что вот свободный кончик мы потянем, и она смыкается, уменьшается эта петелька. И еще нам нужно набрать 5 столбиков без накида в это кольцо. Вставляем крючок в кольцо, зацепляем рабочую нить, вторая петля, второй столбик получился без накида, снова три, 4, при необходимости подтягиваем свободный кончик, 5, 6. То есть вот у нас получился первый ряд. Сейчас мы сомкнем кольцо, и у нас получится вот такой кругляшок. Смотрите, чтобы косичка, которую мы вяжем, чтобы все петли в этой косичке были примерно одинакового размера. Если натяжение нити будет разное, то есть вот эти вот косички будут разные, то сумочка может получиться у нас кривенькая. Итак, стягиваем кольцо, поправляем. Затянуть нужно плотно, но смотрите, чтобы кончик не порвался. Все. Кольцо мы затянули. В процессе вязания мы его еще подтянем. Вытягиваем петельку. Обратите внимание, первый столбик без накида, вот он у нас получился. Он здесь плохо просматривается, вот он идет. А мы вставляем за вот первую косичку крючок с изнаночной стороны. За 2 дужки вставляем вот эту петлю и протягиваем на изнаночную сторону. Так.
Подтягиваем петельку примерно вот на такое расстояние. И нам нужно с изнаночной стороны расколоть вот эту петлю, вот этот столбик. Вот здесь вот две ножки. Мы заводим под образовавшуюся вот такую перемычку крючок и пытаемся расколоть, поправляем, чтобы лучше было видно. Для этих целей можно взять крючок номером меньше. Вот я расколола вот эти вот ножки. Захватываем рабочую нить. Так, рабочую нить. И вытягиваем. Подтягиваем петельку, которая у нас была заведена на изнаночную сторону. Вставляем крючок во вторую петлю. И рабочей нитью протягиваем через эти две петли. У нас получился первый столбик без накида второго ряда. То есть мы начали уже второй ряд. Вся суть вязания круглой сумочки заключается в том, чтобы связать идеальный круг. Увеличиваем мы каждый ряд на 6. В первом ряду у нас было 6 столбиков без накида. А во втором ряду у нас будет 12. То есть это значит, нам нужно каждую вот эту вот галочку, получившуюся, увеличить на 2. То есть в каждую галочку мы провязываем по 2 столбика без накида, по 2 вот таких галочки. Снова в эту же петлю, в этот же столбик мы вставляем крючок, провязываем вторую. Во вторую галочку. У нас вот эти галочки находятся вот под соединением вот этих косичек. Вот они. Будьте внимательны. Вот вторая галочка. Мы сюда вставляем крючок. С изнаночной стороны нам нужно расколоть вот эти вот две ножки. Каждая галочка состоит из двух ножек. Вот в данном случае мы ее раскололи. Захватываем рабочую нить. Провязываем, снова раскалываем, захватываем рабочую нить, провязываем. Следующую она у нас находится под соединениями двух вот этих вот косичек. Вот она. Вставляем крючок. Если сложно в самом начале, можно брать крючок поменьше, помогать. То есть мы раскололи эту галочку, захватываем рабочую нить, вытягиваем. Первые два ряда самые сложные, потом будет намного легче. Снова в эту же галочку вытягиваем петельку, снова 2 получились. Следующую вставляем крючок, с изнаночной стороны раскололи, вытягиваем рабочую нить, провязываем, снова удваиваем, следующую удваиваем, раскололи, захватываем рабочую нить, провязываем снова, провязываем. И последняя галочка, мы ее также удваиваем. Все, у нас должно получиться 12 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Все, мы сейчас будем снова соединять петли в круг незаметно. Под вот эту косичку, под вот эту мы вставляем с изнанки крючок, захватываем петельку, протягиваем ее на изнаночную сторону. У нас образуется вот такая вот перемычка. Подтягиваем рабочую нить,
Не сильно мы ее делаем коротенькой, но и не сильно длинной. И в первую галочку второго ряда мы вставляем крючок. Также ее раскалываем. Раскололи. Захватываем рабочую нить. Рабочую нить захватили. Продеваем в изнаночную нашу вот эту петельку и провязываем через 2. Мы сейчас вяжем третий ряд. И третий ряд нам снова нужно увеличить на 6. То есть у нас в третьем ряду должно получиться 18 столбиков без накида, 18 галочек. Как мы это делаем? То есть мы сейчас будем удваивать через 1. Так, первую мы провязали. Вторую галочку мы удваиваем. Сейчас мы делаем уже все то же самое. Каждый ряд мы увеличиваем на 6. Тем самым мы делаем ровненькие рядочки. Следующую галочку мы не удваиваем. Следующую удваиваем. То есть мы вяжем через 1. Пряжа у меня сильно вытягивается, поэтому получаются тоненькие галочки. Следующую мы не удваиваем. Следующую удваиваем. То есть каждую вторую в этом ряду мы удваиваем. А каждую первую мы провязываем 1 раз. Снова мы не удваиваем. 1 галочка получается. Следующую галочку мы удваиваем. Получается у нас 2 галочки. Следите за натяжением нити, чтобы галочки были примерно одинаковые. Чтобы вязание... Вот, смотрите, раскалываем, чтобы вязание у нас было ровненькое. Не удваиваем, эту удваиваем. Не удваиваем, одинарная галочка. Следующую удваиваем. Ниточку поправим. Все, мы довязали третий ряд. И снова покажу, как сделать бесшовное соединение. Снова с изнаночной стороны продеваем крючок. Продеваем крючок, обратите внимание, не под эти галочки, под эту галочку, а вот под верхнюю косичку. Под 2 дужки этой косички мы вставляем крючок и протягиваем петлю. Подтягиваем ее. Делаем не очень большую, не очень маленькую. Под перемычкой у нас есть вот такая галочка, самая первая. Поправим ее немножко. Вставляем сюда крючок. Мы ее раскололи с изнаночной стороны. Захватываем рабочую нить. Продеваем крючок через изнаночную вот эту петельку. И протягиваем через 2 петли. Вот такой круг у нас уже получился. Вот видите, отверстие снова образовалось. То есть оно в процессе носки, если вот эту нить от кольца амигуруми или от скользящей петли не подтянуть и не подшить, она может в процессе носки увеличиться. Видите? Нам этого не нужно, то есть мы потом ее еще подтянем. И так продолжаем вязание. В 4 ряду мы будем снова увеличивать на 6. И в 4 ряду у нас должно получиться 24 столбика без накида. Итого. Теперь мы будем удваивать каждую одинарную галочку. То есть здесь у нас идут по 2. Видно, да? Здесь вот 2 галочки. Здесь 1, здесь 2, здесь 1. Мы будем удваивать одинарные. То есть сейчас мы вот эту первую галочку мы удваиваем.
Получилось. И вот в эти, так вот в это удвоение мы будем в каждую вязать по одной галочке без удвоения. Одинарный столбик без накида, снова одинарный. Теперь вот эту одиночную галочку мы будем удваивать снова. Принцип этого вязания заключается в том, чтобы мы как можно реже старались удваивать именно вот эти удвоения, чтобы они не были заметны именно в самом вязании впоследствии. То есть мы сейчас удваиваем одинарные галочки. Вот это двойное мы в двойную, вот это удвоение мы провязываем по одной галочке, по одному столбику без накида. Я называю галочками, потому что так проще, столбик без накида говорится дольше. Снова одинарную мы удваиваем. Удваиваем. Каждую двойную мы провязываем по одному столбику без накида, по одной галочке. И так до конца ряда провязываем самостоятельно. Итак, довязали 4-й ряд до конца и снова делаем бесшовное соединение. В 5-м ряду у нас должно получиться 30 вот таких вот галочек. Опять же мы вяжем идеальный круг. И сейчас мы будем удваивать через каждые 3 петли. Первую мы связали, вторая, третья. И вторую одинарную галочку мы будем удваивать. Все, провязали удвоение. Готово. Снова 3 одинарные столбика без накида, одинарные галочки. 1, 2, 3 с изнаночной стороны. 3 и вторую от удвоения галочку одинарную мы удваиваем сейчас. 1, 2 в одну петлю. То есть вот так получаем. Провязываем до конца ряда самостоятельно. Провязали 5-й ряд до конца. Последнюю петельку я провязала. И снова сейчас нам нужно будет провязывать через каждые, удваивать, вернее, удваивать галочки через каждые 4 галочки. То есть первую мы петлю провязали, я буду удваивать во вторую галочку. Вот одинарные галочки, они у нас везде идут. Удвоение, одинарные галочки 3 и снова удвоение, одинарные галочки. Я буду удваивать каждую вторую вот в этом одинарном утроении, так скажем. Чтобы вам было понятно, то есть вот первую я провязываю одинарную галочку, во вторую провязываю удвоение, то есть в эту галочку провязываем 2 петли, следующую провязываем одинарную, снова одинарную, снова одинарную, получается уже 3-я, 4-я петля одинарная. Сейчас мы будем снова удваивать вот эту каждую вторую одинарную петлю, мы будем удваивать. Удвоили. Снова 4 одинарные петли, одинарные столбики без накида. Вторая.
третья и четвертая. И в одинарную, вот она получается третий одиночный столбик, мы ее удваиваем. И снова 4 одинарные петли мы довязываем этот ряд до конца самостоятельно. Довязываем 6-й ряд, осталась мне последняя галочка. Закончили 6-й ряд и снова соединяем бесшовным соединением. Сейчас можно уже подтянуть вот это вот центральное колечко, да, у нас образовавшееся из 6 петель, подтянуть его хорошо. Видите, мы подтянули, стянули его, и спрятать вот эту ниточку по вот этим рядам. Можно взять крючок поменьше. Мы цепляем вот эту рабочую нить. Посмотрите, как вытянулась эта трикотажная пряжа. То есть у меня очень мягкая трикотажная пряжа, поэтому можно было даже взять крючок номер 5,5. Зацепляем кончик. Прячем часть, остальную часть мы просто обрежем. Видите, ее практически даже не видно в этом ряду. Так, ну вот, получилось. Эту нить мы обрезаем и подшиваем обычной иголкой. Берите нить в тон. Снова соединяем 6-й ряд бесшовным соединением. В 6-м ряду у нас должно получиться 36 галочек, 36 столбиков без накида. Первый столбик 7-го ряда сформировали, связали. Сейчас мы будем удвоение делать через каждые 5 одинарных столбиков без накида, то есть через каждые 5 галочек. Примерно мы будем удваивать либо вторую галочку от удвоения, видите, вот это вот удвоение, либо вторую, либо третью галочку мы будем удваивать, чтобы у нас не было удвоения рядом вот с этими двойными галочками, чтобы круг у нас был как можно ровнее. Итак, я буду удваивать вторую одинарную галочку от удвоения, вот она вторая, то есть первая петля, первая галочка, вторая, третья, четвертая, и вот эту галочку мы будем удваивать. Все, сделали удвоение. Сейчас провязываем мы 5 галочек одинарных. В 7-м ряду у нас должно 42 галочки. 2, 3. Так, смотрим, расколола галочку эту. 3, 4 и 5. Ниточку периодически расправляйте, чтобы она не скручивалась. И 5. Раз, два, три, 4, 5. 6-ю мы удваиваем. То есть в 7-м ряду у нас должно всего получиться 42 галочки. Заканчиваем ряд самостоятельно. Вот так у нас получается с изнанки. Красиво. Вяжем последний ряд с увеличением на 6 галочек, то есть последний 8-й ряд. В 8-м ряду у нас должно получиться 48
галочек, то есть 48 столбиков без накида. А в этом ряду мы будем провязывать 6 одинарных столбиков и делать удвоение. То есть опять же мы будем искать где-то примерно третью галочку от удвоения, то есть 1, 2, 3, то есть посерединке, чтобы это последний ряд, который мы будем делать увеличение, и в каждой 1, 2, 3, 4, 5 в каждую третью петлю от удвоения, то есть вот у нас удвоение было последний раз, 2, 3, в каждой третьей мы будем делать удвоение, чтобы круг у нас был ровный. Итак, удваиваем эту галочку. Слишком вытянула. То есть следите за натяжением нити, чтобы галочки у вас были максимально одинаковые. Два. Третья одинарная. Четвертая. Так, периодически проверяем, раскололи вы галочку сзади или нет. Так, 1, 2, 3, 4, 5 и 6-я одинарная галочка. Сейчас мы будем вязать удвоение. Вторая. И снова 6 одинарных галочек. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. 2, 4, 6. И сейчас мы делаем снова удвоение. Итак, каждые 6, то есть 6 одинарных галочек и удвоение. 6 одинарных галочек и удвоение. Встретимся в конце 8-го ряда. Заканчиваем 8-й ряд. Одинарным столбиком без накида формируем бесшовное соединение в круг. Так, все, мы больше не будем увеличивать круг. Сейчас мы будем уже вязать стеночки сумочки. То есть сейчас мы будем вязать вот эти вот закругления без прибавок. У меня диаметр круга получился примерно 16,5, примерно 17 сантиметров. У вас он может быть другим, либо чуть меньше, либо чуть больше, потому что все зависит от плотности самой пряжи. У меня плотность пряжи не очень высокая, то есть ниточка достаточно тоненькая. Вот эта вот пряжа у меня получилась тоненькая, тянется она очень сильно, поэтому кружок у меня получился небольшой. Сейчас мы будем с вами вязать без прибавок. Мы все так же формируем бесшовное соединение. И сейчас я вам рекомендую вот этот круг отпарить утюгом с хорошим паром. Итак, вот я положила кружок свой на гладильную доску. Кладу тоненькую ткань. Это не марля. Это ситец, но ситец сейчас у нас очень тонкий. Утюг разогревается. Так, утюг у меня на максимальной, на троечке. Так, и стоит максимальный пар. Все, утюг нагрелся. И хорошенечко пропариваем. У меня пар срабатывает не сразу. Поэтому... Даже без пара, посмотрите, вот этот вот круг, он уже намного ровнее. Проглаживаем с двух сторон.
Эту хвостик я еще не пришила. Проглаживаем с двух сторон, пропариваем. После пропаривания вот этот круг основания нашей сумочки ровненький. И с внутренней стороны тоже ровненький. И мы продолжаем еще вязать 3 ряда без прибавок. Без прибавок. То есть мы также вытягиваем все то же самое. Втягиваем рабочую нить, зацепляем изнаночную петлю. И сейчас этот ряд мы вяжем полностью без прибавок. Только одинарными столбиками, без накида, одинарными галочками. Без прибавок вяжем с вами 3 ряда. Итак, 9-й ряд я провязала. Уже видно небольшое закругление, то есть рядочки мы расправляем, петельки мы все расправляем. Также соединяем петли в круг. Чем дальше мы от серединки, тем нужно плотнее соединять вот эти вот крайние столбики без накидов. То есть вот они, видите, то есть у них получается расстояние, то есть их нужно соединять потуже, покрепче, так скажем. Подтягиваем и снова формируем первую галочку уже 10-го ряда. Продолжаем вязать 10-11 ряд самостоятельно. Все, заканчиваем вязание первой детали сумочки круглой, последнюю провязываю галочку. Все, провязали, потянули за края, чтобы она была в расправленном виде. И мы сейчас примерно замерим диаметром. Если вы хотите сумочку немножко поглубже, то есть чтобы она была потолще, то есть можно провязать еще по рядочку. Получилось у меня в диаметре где-то 19 сантиметров. На соединиться, наверное, 18,5 получится. Но у меня маленький диаметр получился из-за того, что ниточка у меня достаточно толстая. Тоненькая, наоборот, тонкая получилась, поэтому она вытягивается сильно. Сейчас мы с вами соединим в круг. Красиво вытягиваем ниточку. Все, нитка от мотка нам больше не нужна. И чтобы соединить красиво, мы опять же под вот эти вот первые 2 дужки, под эту косичку вставляем крючок. Вязала я тут очень плотно. Подтягиваем эту ниточку, протягиваем. И с изнаночной стороны, посмотрите, вот сюда, с изнаночной стороны под дужку, вот это вот сзади такая перемычка, и под одну часть косички, видите, куда у меня крючок попал, захватываем рабочую нить и протягиваем. Все, у нас получилась ничем не отличимая косичка. Вот она. И вот эту нить, остаток нити, мы ее должны спрятать вот сюда. Прячем достаточно далеко, то есть не близко, а достаточно далеко прячем и подшиваем. Обязательно подшиваем. Подшиваем обычными нитками в тон, можно нитками мулине. Если мы не подошьем, то вот эта вот косичка, она у нас будет вытянется и будет очень длинная. И будет заметно в сумочке. Вставляем крючок под вот эти вот ножки изнаночные и захватываем рабочую нить.
и протягиваем. Протягиваем ее далеко. Здесь подравниваем все, чтобы она сильно не вытягивалась. И нить, немножко я еще дальше подтяну, обрежу и подошью. Вот мой кончик, вот нить я обрезала, уже подшила. Сейчас я просто подальше, поближе, вернее, вот к этой галочке обрежу, и его будет совсем не видно. Вторую деталь круглой сумочки вяжем аналогично.